Приветствуем наших подписчиков и гостей канала Эзотерика для тебя. Друзья, мы вас всех приветствуем в изобилии и достатке. Сегодня в этом видео мы поговорим с вами о ядовитых людях. Да, именно о ядовитых людях, поговорим о их признаках. И если в вашем окружении вы встретите таких людей, а они точно в вашем окружении есть, прекращайте с ними общение или ограничивайте с ними общение, иначе последствия будут самыми плачевными. Обязательно просмотрите это видео от начала до конца, друзья, будет очень много полезной, важной, интересной информации, поэтому всем к просмотру. А прямо сейчас подпишитесь на канал Эзотерика для тебя, ставьте лайк этому видео и обязательно поделитесь этим видео с теми, кого вы любите, кого вы цените, кому вы желаете мира, любви, гармонии. Пусть как можно больше людей узнают об этой важной и ценной информации. Очень часто, к сожалению, нас окружают не только хорошие, добрые люди, которые готовы всегда прийти нам на помощь, но и люди, которые способны при общении с ними притягивать и окружать нас негативом. И после такого общения, к сожалению, в нашей жизни начинается множество проблем. Начинаются неудачи, несчастья. При этом все это происходит как-то так неясно и непонятно. И не всегда сразу можно понять, что же стало для этого первопричиной. И почему именно в этот момент, когда вроде бы мы с вами ничего плохого не ждем, а неприятности начинают сыпаться со всех сторон. Поэтому, чтобы такого не происходило в вашей жизни, нужно внимательно смотреть на свое окружение и ни в коем случае не подпускать ядовитых людей даже близко к себе. Конечно же, мы их не всегда можем определить, ведь часто они хорошо маскируются, и глядя на такого человека, мы бы не сказали, что с таким человеком очень опасно находиться. Ведь дело совсем не во внешности, а именно в поведении. Вы, конечно же, спросите, а как же отличить таких ядовитых людей? И есть главные признаки, зная которые, сделать это вам не представит большого труда. Итак, давайте начнем. И первый признак ядовитых людей – это то, что они всегда при любых обстоятельствах, хорошо, плохо, они всегда вступают в конфликты. Они любят ругаться, они любят выяснять отношения, при том, что очень часто это происходит даже с незнакомыми для них людьми. Наверное, вы часто замечали, как где-то в магазине, в маршрутке, в троллейбусе, возможно, даже просто на улице человек просто так начинает придираться к кому-то или грубо даже отвечать. Знаете, если вы увидели такое, уходите подальше от такого человека, так как он будет пытаться до вас дотронуться энергетически, чтобы разрушить вашу энергетику. Следующий признак таких людей – это то, что они всегда и на все жалуются. На работу жалуются, на семью жалуются, на соседей, то погода им не такая. И это происходит при этом постоянно и беспрерывно. А эти жалобы, накапливаясь день ото дня, начинают притягивать сильный негатив не только к таким людям, но и к тем, кто находится рядом с ними. И вы, находясь возле них, будете тем самым подбирать на себя весь негатив. При этом такие люди, они начинают еще и подпитываться от вас, знаете, вот как будто маленькие присосочки, которые начинают потихонечку сосать с вас энергию. При этом старайтесь от них уходить, с ними поменьше. Как только вы вступаете с ними в диалог, тут же происходит вот этот забор энергии. Следующим признаком таких вот токсичных людей является то, что они думают, что им все что-то должны. И все внимание должно сводиться только к ним. Они постоянно хотят быть в центре внимания. Им всегда всего мало. И что бы для них вы ни делали, или другие люди бы не делали, они всегда будут говорить, что это не делалось или делалось, но они считают, что вы должны были это сделать в 10 раз, в 100 раз больше. И
Они пытаются заполнить собой все, что только возможно. Следующий признак ядовитых людей – они любят хвастаться. Они делают это постоянно и везде, выставляя свою жизнь на показ и погружая в ее нюансы всех в тех людях, с которыми они находятся в контакте. Встречаясь, например, с кем-то, они начинают вываливать на такого человека поток ненужной информации, делают так, что разговор ведется только в нужном для них направлении. А что происходит в вашей жизни, их просто не интересует. Им главное рассказать то, что они считают нужным и важным. Поэтому ни в коем случае с такими людьми не общайтесь, будьте подальше. Самая простая тема, о которой вы должны с ними говорить, это о погоде и о моде. На этом все заканчиваться должно. Следующим признаком таких людей является то, что они любят сплетни, они их просто обожают. Они их собирают повсюду, они знают обо всех все. А что не знают, они при этом начинают, знаете, вот додумывают сами, при этом этого, возможно, никогда и не было в жизни. И распространяют дальше, больше и больше. И они преподносят информацию только в выгодном для них направлении. Иногда складывается такое впечатление, что их мозг именно направлен на то, чтобы все эти люди, с которыми они общаются, были друг на друга злы, недовольны, сплетничали и несли тем самым негатив. Следующий признак – это то, что такие люди несчастны, да, и хотят, чтобы все вокруг них чувствовали вот то же самое, вот это вот несчастье, эту боль, что у них часто проблемы в семье, и они стараются внести коррективы в чужие семьи, принимая при этом самое активное участие, при этом настраивая людей друг против друга. И, к сожалению, часто с помощью вот таких токсичных, таких вот людей распадаются семьи. Если у вас есть такая подруга или друг, разрывайте такое общение без промедления. Ведь до тех пор, пока в вашем кругу общения будет такой человек, неприятности будут ходить за вами следом. Обращаем на это ваше внимание. Следующий признак – это то, что на самом деле все равно, что и как с вами происходит. Им это, вот, честно, не интересно. Хотя они в глаза стараются показать вам, что они очень проявляют заботу о вас. И вы им нужны до тех пор, пока вы им выгодны. Как только они перестанут нуждаться в вас, они вас могут просто подставить или заменят вас без промедления. То есть вы даже не поймете, как это все произойдет. Если вы откажетесь делать то, что им нужно, они будут сердиться и упрекать вас в том, что вы не уделяете им внимания, и когда-то они вам помогли и будут считать, что теперь вы обязаны сказать какие-то определенные слова, действия, кому-то позвонить и так далее, и так далее. Следующим признаком ядовитых людей является то, что они пытаются, чтобы все в округе чувствовали себя плохо. Когда у людей в их окружении возникают проблемы, они вот радуются, они начинают самоутверждаться на фоне человека с проблемами, рассказывая о том, как бы поступили на их месте и как бы запросто решили такую ситуацию или нашли бы из нее выход. Но когда у них возникают проблемы, при этом любой сложности, они сразу опускают руки. Они могут впадать в депрессию, они не могут справиться даже с самыми простыми проблемами. Например, даже если кран потек. Все, для них это конец света, для них это уже проблема. Итак, если в вашем окружении есть такие люди, именно с такими признаками, старайтесь прекратить общение с таким человеком. Но если прекратить общение невозможно, сведите его на самый минимум. Не бойтесь сделать этот шаг. Вот, пожалуйста, мы вот вас всех просим, кто нас смотрит, никогда не бойтесь делать такие шаги. Даже если вы и привязались к такому человеку, знаете, он тянет вас постоянно назад, мешая вам что-либо изменить в своей жизни, при этом не в худшую сторону, то есть не в лучшую сторону, а только в худшую.
И как только вы начнете отдаляться, такой человек сам через время прекратит общение с вами, так как ему будет больше неинтересно с вами. Ведь он не сможет влиять на вас и окутывать вас своим негативом и питаться вашей энергией, отбирать у вас вот те положительные созидательные энергии и портя вам жизнь. Как только ваше общение закончится, вы увидите, как положительные энергии начнут поступать в вашу жизнь, и в ней начнут происходить приятные для вас события, которые с каждым днем будут наполнять вас все больше и больше. И вы увидите, как хорошо, что в вашем окружении нет больше таких ядовитых людей. Не забывайте, что люди, которые вас окружают, они притягивают к вам определенные энергии. А вот будут они положительными или будут отрицательными, решать только вам. Если это касается ваших самых близких людей, родственников, научитесь, будьте мудрее, не будьте такими импульсивными, не вдавайтесь сразу на эмоции, потому что они всегда вас будут провоцировать. Вы будете чувствовать себя плохо, вы будете ходить никакими, потому что вы отдали свою энергию, а они будут себя чувствовать прекрасно. Видите, как нехорошо. Поэтому, пожалуйста, научитесь любить себя, загораживаться, знаете, ставить с собой забор, фиолетовое пламя, кто, кому, как. И ни в коем случае не давайте свою энергию. Помните, вы у себя одни, и не нужно кормить никого никакими энергиями, пустыми словами. Перестаньте также сплетничать. Вы тратите время не на то, что вам надо. Возможно, вы мечтали прочитать какую-то книгу или купить какой-то журнал, его просмотреть. Сделайте это. Но не нужно по телефону разговаривать по 5-10 часов, обсуждать постоянно какую-то одну и ту же тему, создавать этот эгрегор негативный. А после этого, когда пройдет некоторое время, вы будете сами разочаровываться. Поэтому, чтобы этого не было, пожалуйста, будьте мудрее и сильнее. Вы, если пришли на наш канал на Эзотерика для тебя, знаете, вы ищете ответы на свои вопросы, и это очень здорово.